Всем привет! Сентябрь закончился, а это значит, что пришло время очередного отчета от фонда «Внимание». Напоминаю, фонд «Внимание», мы сохраняем историческое наследие. Я основал этот фонд более года назад, и вместе с вами, благодаря вам, мы уже восстановили много объектов, и раз в месяц я стараюсь перед вами отчитываться, показывать, что мы сделали, и рассказывать о наших планах. Еще раз хочу всех поблагодарить, кто помогал нам в этом месяце. То, что я сейчас буду показывать, мы смогли сделать только благодаря вашей поддержке. Так что вы можете собой гордиться, а те, кто еще по каким-то причинам нам не помогает, или не знал про фонд, или раздумывал, посмотрите, пожалуйста, сколько всего хорошего мы делаем, и я надеюсь, вы это оцените и пройдете по всем правильным ссылочкам, оформите пожертвования, фонд, и мы сможем сохранять и спасать гораздо больше объектов. А начать я хотел с нашего любимого дома со львом. Мы уже восстановили все окна в избе, внутренние рамы мы изготовили заново, а внешне удалось сохранить и отреставрировать. Также мы отреставрировали оконные коробки, заменив сгнившие детали на новые. Кроме того, мы изготовили и установили недостающие элементы декора. На фотографиях их хорошо видно, потому что новая древесина более светлая. Мастера говорят, что через пару лет цвет дерева у старых и новых деталей станет одинаковым, так что ничего страшного, не надо переживать. Подождем 2 года и будет прямо совсем красота, ну и сейчас уже нормально. Сейчас идут работы по покраске дома. Когда мы смотрим на фотографии последних лет, мы видим некрашенный деревянный дом. Но если посмотреть вблизи, то на многих деталях можно обнаружить следы краски: синий, бирюзовый, кирпичный и белый. Реставраторы подобрали нужные оттенки и сейчас красят дом. В работе они используют краску, которую специально изготовили для старинных домов. Ее производят на немецком заводе по той же технологии, что и 150 лет назад она изготавливается на льняном масле. А в современном строительстве ее уже нет смысла использовать, потому что технологии ушли далеко вперед. А вот когда мы с вами восстанавливаем историческое наследие, архитектуру старую, она как нельзя кстати, потому что все должно быть максимально правильно, чтобы этот сохранился дух этой старой школы, и чтобы даже новые элементы, они были максимально идентичны такими, какими они были изначально. Что интересно, базовые цвета совпали с цветами, в которые когда-то был покрашен дом со львом. Так что это вообще один из моих самых любимых проектов, и я жду не дождусь, когда уже его закончат, потому что, получается там все просто супер. Следующий объект. В Ленинградской области мы продолжаем воссоздавать Асса Монтала. Это деревянный дом рабочих железной дороги, который был построен финскими архитекторами за год до революции 17 года. Ему уже более 100 лет. Там мы уже установили окна лицевого фасада первого этажа, установили все двери и уже смонтирован один из козырьков. Окно второго этажа, оно уже готово, и скоро его установят на место. Надеюсь, уже в следующем ролике мы посмотрим, как это будет выглядеть. Второй козырек, он еще в процессе изготовления. Также мы прибили почти все нащельники и практически полностью покрасили фасад. Теперь новости из Тюмени. Да, та самая Тюмень, где много денег. Но, к сожалению, деньги тратятся на дороги, на эстакады, на какие-то безумные проекты с набережными и не всегда доходят до исторического наследия. Итак, мы помогаем там ребятам из Том Сойер Фест. Ребята из Том Сойер Фест, они полностью отшкурили дом, починили ворота и заменили там сгнившие элементы. Еще они отшкурили и загрунтовали крышу, сейчас ее уже красят. Здесь металл тоже был отшкурен. Это водостоки, водосточные трубы и навершие ворот. Оконные рамы отреставрировали, разбитые стекла заменили на новые и проводку частично тоже заменили, так что в Тюмени все хорошо. У дома купцов Поваляевых волонтеры Том Сойер Феста очистили 3 фасада, всю резьбу, отливы и известняковый цоколь. Они утеплили и зашили открытый сруб в перестроенной части дома и начали работу по установке утраченной резьбы на фасад. Еще там начали чинить реставрационным раствором каменный цоколь. Осталось докрасить 2 фасада, вернуть резьбу и установить ворота. На объектах в Кимрах тоже работают волонтеры Том Сойер Феста. Они уже сняли наличники, отшкурили их, а также восстановили и закрепили детали. Бельведер на башенке украсили резные консоли, которые были изготовлены с нуля, по аналогии с теми, которые сохранились.
Еще волонтеры заменили несколько разбитых стекол на окнах, смонтировали балюстраду балкона и восстановили настил и декоративную обшивку снизу. Кроме того, мы отреставрировали адресный знак, страховую табличку и дверные ручки. Нам осталось докрасить основной фон здания и декор, установить на место все наличники, водостоки, ручки на двери и адресный знак с лампочкой на главный фасад. Так что этот проект скоро будет завершен, и уже, надеюсь, в следующем нашем отчете я смогу показать вам готовый объект. Мы собрали средства на ремонт кровли в доме Топоркова, и мастера уже готовятся приступать к работе. Тем временем волонтеры Том Сойер Феста продолжают работы со стенами, окнами и декором дома. Все резные детали уже смонтированы, восстановлен каждый утраченный зубчик. Сейчас волонтеры аккуратно красят их в ярко-белый цвет. Стены дома все были очищены от старой краски и пыли, и теперь их покрывают защитным составом. Уличный фасад покрасили в красный. Также были покрашены ворота, калитка и забор. Со стороны двора стены тоже загрунтовали, но покрывают не краской, а лазурью. Это полупрозрачный состав, заколерованный под цвет древесины, но фактура самих деревянных бревен через него будет так просвечиваться, видна очень круто. Работа с уличными окнами была сложной и очень деликатной. Волонтеры не стали снимать рамы, так как они очень старые и хрупкие, можно было их повредить и лишиться. Поэтому вынули только стекла, почистили, покрасили все рамы, внутренние и внешние, заменили штапики и вернули стекла обратно. А окна во дворе красят только с внешней стороны. Совсем недавно мы собрали деньги на восстановление 2 деревянных крылец в Вологде. И вот реставраторы уже приступили к работе. Они чистят и приводят в порядок деревянные резные украшения. Волонтеры Том Сойер Феста тоже продолжают работы по дому. С главным фасадом они уже закончили. Его очистили, покрасили стены и оконные рамы. Работы еще много, но волонтеры хотят успеть сделать все в этом сезоне до зимы. Поэтому сейчас все трудятся до позднего вечера, заканчивают работу уже в темноте. Сейчас начали очищать от старой краски дворовый и боковой фасады. Кстати, месяц назад при очистке главного фасада мы нашли номер дома. Он был написан краской прямо на стене, и эту маленькую деталь мы решили восстановить. Смотрите, как получилось. Еще немного новостей с последнего на сегодня объекта. Это дом Станового в Питере. Восстановление входной группы второй парадной идет полным ходом. Ее уже демонтировали и увезли в мастерскую, где реставраторы приводят ее в порядок. Верхние и боковые фрамуги, а также совы, украшающие вход, расчищены от нескольких слоев старой краски. Теперь их готовят грунтовочки и потом покрасят и будут прямо как новенькие. А теперь вкратце расскажу о тех проектах, где нам по-прежнему еще нужна ваша помощь. Я хочу напомнить, что на сайте фонда, ссылочка, как обычно, в описании, хотя вы и сами все знаете, вы можете оформить пожертвование для какого-нибудь конкретного объекта. Поэтому, если вам особенно понравилось что-то из того, что сейчас буду вам перечислять, имейте в виду, можете поддержать прямо конкретный объект, ну или просто перечислить фонд, и мы сами за вас выберем, профинансируем тот объект, который кажется нам наиболее перспективным. Во-первых, у нас есть храм Святой Аллы в селе Старая Потловка. Это Пензенская область. Мы продолжаем сбор денег, чтобы отлить колокола и там сделать работы на колокольне. Да, мы помогаем, вот, в том числе и храмам. Во-вторых, знаменитый прекрасный дом Бака в Санкт-Петербурге. Прямо сейчас мы разрабатываем проект реставрации тамбуров 1 и 2 парадной, а также проект реставрации витражей 2 парадной. Мы провели техническое обследование входных групп и лазерное 3D-сканирование наиболее хорошо сохранившихся дверей. Тех, которые сейчас находятся в кафе Рубинштейн. Я рассказывал, что мы там чудом нашли оригинальные двери с дома Бака, которые кто-то снял, и потом они там попали в кафе. Параллельно мы продолжаем собирать оставшуюся сумму на сами реставрационные работы. Я напоминаю, что реставрационные работы — это супер дорогое вообще занятие, поскольку дом — это памятник архитектуры, и любой чих там в 10 раз дороже, чем в обычном доме. Поэтому это очень дорого, много согласований, много документов. Работу будут производить только высококвалифицированные специалисты, так что не удивляйтесь таким суммам, это на самом деле вот так стоит, это очень дорого. В-третьих, мы по-прежнему собираем средства на разработку и согласование профессионального проекта полноценной реставрации Белой башни в Екатеринбурге. И, напоминаю, Екатеринбург самый крутой город в России, и я очень хочу, чтобы мы спасли и сохранили Белую башню, и мы будем за эту Белую башню биться как львы. Это очень непростой объект.
Так что особенно важно его довести до конца, и здесь нужна ваша помощь. В-четвертых, есть дом Рябинина в Челябинске. Я про этот проект хочу чуть подробнее рассказать, потому что раньше не рассказывал. Нам нужно собрать 528 тысяч рублей на восстановление утраченных и поврежденных деталей декора на фасаде и воротах, реставрацию оригинальной двери, оконных рам и наличников. В дальнейшем мы планируем превратить двор дома в креативное пространство, где будут проходить творческие и общественные мероприятия. Проблема в том, что работы должны быть завершены уже этой осенью. Поэтому было принято решение не дожидаться сбора нужной суммы, а начать работы пораньше. Сейчас они уже в самом разгаре. Во дворе сейчас работают волонтеры, они очистили стены дома, покрыли его прозрачным защитным составом, покрасили наличники и резной декор дома, а со стороны улицы к работам приступил уже реставратор. Он очищает и готовит к покраске каждый наличник, восстанавливает элементы декора на воротах. От идеи снимать наличники мы отказались, так как были опасения, что они могут разрушиться. Значит, приходится их очищать и укреплять прямо на доме. В планах еще отреставрировать резной декор на стенах, карниз вдоль фасада и двустворчатую дверь. Здесь я опять же хочу ответить на вопросы. Вот вы иногда пишете: ну вот, а почему вот вы не снимаете весь декор, наличники могут развалиться, надо их там все обмерить, как-то сделать, там, наверное, все новые, или делать там все это заново. И как, ну, всячески пытаются вот, ну, давать какие-то советы, критиковать, подсказывать. Это очень круто, ребята, что вы знаете, как нужно делать. Я хочу сказать, что мы на каждом объекте мы советуемся с профессиональными реставраторами. Это люди высокой квалификации. Это не то, что Варламов там и парочка хипстеров собрались там в пивном баре и такие: как будем восстанавливать этот дом? А вот так вот. Нет, на самом деле мы к каждому объекту подходим профессионально. У нас очень крутой, во-первых, экспертный совет. И наши эксперты, они своим именем там подписываются, и никто не даст сделать халтуру. Каждый дом мы обследуем, там работает профессиональный реставратор, и для каждого объекта выбирается какой-то оптимальный вариант. Чтобы вы понимали, реставрация — это процесс такой немного творческий, да, потому что постоянно нужно принять какие-то решения. Да, вот, например, можно ли сохранить этот конкретный какой-нибудь наличник, или нужно все делать вот с нуля, он уже не подлежит сохранению. Если что-то можно сохранять, мы стараемся это сохранять. Я считаю, что очень важно пытаться сохранить, потому что вот этот момент подлинности в историческом наследии, он очень важный, да, потому что без подлинности нет истории, я думаю, вы это хорошо понимаете. И если элемент не утрачен до конца, то нужно делать все, чтобы этот элемент восстановить, сохранить, да, пусть он будет не такой, может быть, новый, пусть он немножко где-то подгнил, он старый, но это подлинный элемент, и вот его ценность именно в том, что он подлинный. Так что где можно сохранять, мы сохраняем, где уже элементы какие-то утрачены или не подлежит это восстановлению никакому, если все там сгнило, развалилось или просто элементов нет, конечно, мы воссоздаем по чертежам, по обмерам, по аналогии максимально близко, воссоздаем это в мастерских и возвращаем на место. Поэтому не переживайте, мы действительно очень ответственно относимся к каждому элементу и стараемся сделать так, чтобы здание было максимально качественно и хорошо восстановлено и сохранено. Также нужно понимать, что поскольку мы работаем с историческими объектами, то когда вы заходите в какой-то старый дом, то работы там на годы как вперед, да, потому что ты хочешь восстановить фасад, а там, оказывается, нужно восстановить стены, оказывается, нужно заниматься там и подвалом, и тем, и сем, и так далее, да. Мы не всегда из объекта делаем конфетку, да, иногда мы просто выдергиваем какие-то элементы и сохраняем эти элементы. Объясню, почему так происходит, потому что на эту тему тоже много вопросов. Все дело в том, что у нас сейчас очень маленький бюджет. То есть у нас ежемесячных пожертвований меньше 1 миллиона в месяц. Да? Вот за эти деньги, еще чтобы вы понимали, да, у нас пожертвования меньше 1 миллиона рублей в месяц. На эти деньги мы содержим небольшой штат, да, у нас там координатор, бухгалтер, то есть какие-то необходимые сотрудники. И за эти деньги мы стараемся финансировать объекты по всей России. Мы теоретически, конечно, когда мы вырастем, когда у нас будет больше пожертвований, когда у нас будут, может, какие-то крупные спонсоры, в том числе коммерческие, появятся, конечно, хотелось бы прямо делать все круто, делать все масштабно, но пока такой возможности нету. Пока у нас есть возможность вот, выдергивать какие-то элементы, приводить в порядок фасад, приводить в порядок вот, резной декор, еще что-то. Для чего это делается? Для того, чтобы здание спасти и привлечь к ним внимание. Возможно, администрация города
возможно, там мэр, губернатор, я не знаю, может, еще кто-то, он задумается, он увидит, что какой красивый дом, да, стоял вот эта вот непонятная гнилушка, а тут такой, ой, какой красивый. И люди начнут понимать ценность этого исторического наследия. И уже найдутся деньги на нормальную реставрацию, и найдутся деньги уже на сохранение, и найдутся там уже крупные инвесторы. Мы пытаемся работать максимально эффективно вот в сложившейся ситуации. И я надеюсь на ваше понимание. Поверьте, у нас всегда идут там такие довольно сложные дискуссии относительно что и как делать. И всегда, я считаю, мы выбираем оптимальное решение. Но ваша обратная связь всегда важна, поэтому в комментике пишем, что вы думаете, мы все читаем. Вполне возможно, где-то мы делаем что-то не так, так что нужна ваша помощь, поддержка всегда. На сегодня это все новости. Еще раз хочу сказать вам огромное спасибо, ребята, огромное спасибо, кто помогает нам в этой работе. А если вы еще по какой-то причине не помогаете нам, но хотите присоединиться, то в описании, как обычно, ссылочка на сайт фонда. Вы можете оформить пожертвование на любую сумму. Это может быть разовое пожертвование, это может быть регулярное пожертвование. В общем, как вам удобно. Мы, конечно, особенно благодарны тем, кто оформляет регулярные пожертвования. Пусть это будет небольшая сумма, пусть это будет там 100-200 рублей, 500. Та сумма, которая для вас там вообще не критична. Потому что именно благодаря регулярным пожертвованиям мы можем уверенно строить планы на будущее и вести какую-то стабильную работу. Всем спасибо. Пожалуйста, распространяем этот ролик. Отправьте его своим друзьям, близким, не знаю, кто еще про фонд не знает. Проходим обязательно на сайт фонда, оформляем пожертвования, смотрим, что мы делали. Также в описании к этому ролику будут ссылки на прошлые отчеты. Кому интересна деятельность фонда, подробнее изучаем. И будет круто, конечно, если вы подпишетесь на наши социальные сети. У нас есть социальные сети. В этих социальных сетях мы публикуем новости, поэтому проходим по ссылочкам и подписываемся, кому удобно в Телеграме, кому удобно в Твиттере. У нас есть Инстаграм. Ну и, конечно, на сайте много всего интересного. Все, ребят, лайк, комментик, колокольчик, распространяем видео. Всем спасибо. Завтра увидимся в новом ролике.